Приветствую, друзья! Компания SIMGOD, если кто не знает, выпустила целую линейку новых наушников от дешевых до достаточно дорогих. Сегодня я предлагаю рассмотреть одну из их бюджетных моделей SIMGOD EA500. Это классические динамические наушники на 10-мм драйвере, но с хитрой системой настройки и сменными фильтрами. О них сегодня и говорим. Поехали! Когда я впервые увидел коробку от EA500, то по изображению на передней части принял их за какой-то бюджетный аудиоплеер. Оформлено, как для наушников, очень странно. Но логотип Hi-Res Audio на месте, а сзади, помимо технических характеристик, изобразили еще и АЧХ наушников, причем с каждым из фильтров отдельно. К слову, динамик тут 10-мм, чувствительность составляет 123 дБ, а импеданс 16 Ом. В комплект приложили макулатуру, плотный черный бокс для транспортировки, кучу сменных колечек, вторую пару фильтров и набор белых силиконовых амбушюр. Кабель на вид достойный, гибкий, витой, с угловым штекером на 3,5 мм и соединением на вилочных коннекторах 0,78 мм. Аппаратура же показала его сопротивление равным 0,65 Ома, что терпимо, однако радоваться тут нечему. Сами чашечки тяжеленькие, что и неудивительно, поскольку полностью сделаны из металла. С внутренней стороны у них средний по габаритам звуковод, отверстие для компенсации динамического драйвера, а также дополнительный блок фильтрации с винтом. С внешней же части только логотип компании. Смотрится это неплохо, сидят наушники удобно, да и звукоизоляция здесь на высоте. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно быстрый, как в игровых решениях, импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,15%, что просто восхитительно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляет где-то 79 и 97 миллисекунд, практически без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5,5 дБ с правильным таким заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости, легкий пик на 4,5 кГц для имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее идет ощутимая такая яма, призванная улучшить восприятие сцены, и еще два акцента на 14 и 16 кГц, дабы восприятие высоких частот было максимально естественным. Отличная настройка, мне здесь добавить нечего. Черные фильтры, как видно по графику, чуть-чуть поднимают верхнюю часть средних частот и примерно настолько же ослабляют верха. Если судить только по графикам, я бы списал это на допустимые отклонения при производстве. Производитель же говорит, что красные фильтры делают звук чуть ближе к таргету Harman 2016 года. В плане звучания же сразу подмечаешь, насколько все чисто и мелодично, и как мало в нем баса. Впрочем, эти величины имеют прямую зависимость. Чем сильнее прибирать низ, тем детальнее и четче кажется середина. Здесь именно такой случай. Нет, низкие частоты присутствуют, их хватает, но они заметно так прибраны на фоне всего остального диапазона. И смена фильтров, увы, роли не играет. Зато все, что касается среднего баса или нижней части средних частот, это где обычно располагают ритм-секцию, просто выше всяких похвал. Все точно, текстурно и, как говорится, упруго. Серединка же в зависимости от фильтра воспринимается немного по-разному. Так, с красными колечками звук мне показался более насыщенным, объемным и предельно естественным. А вот с черными он слегка теряет в массе, зато приобретает скорости и разборчивости. И вроде как все хорошо, но это привносит звук некоторую избыточную агрессию. По скорости и прорисовке действительно становится лучше, однако слушать это уже не так интересно. С высокими же совсем иной коленкор. Фильтры с черными кольцами их чуть прибирают, тем самым максимально подчеркивая верхнюю часть середины. А с красными, наоборот, выделяют, подсвечивая различные перкуссионные моменты и высокочастотные отзвуки лидирующих инструментов. Суммарно черные фильтры мне показались слишком уж колкими, яркими и агрессивными. Для рока, металла, нетанцевальной электроники, возможно, части классической музыки такое вполне может сработать.
работать, но для джаза, соула и всего живого и оркестрового куда лучше подойдут красные фильтры. Сцена здесь немного приближена к слушателю, прекрасная выразительность и мелодика, однако пространство в глубину рисуется без размаха. Примерно как это было в Moondrop Kata. Следовательно, на каждый день лучше подойдут изначально установленные красные фильтры. А если хочется звук чуть-чуть подсушить и ускорить, поменять их на черные. Фокусы с заклеиванием акустических отверстий я лично не приветствую, но почему нет? По раскачке особых требований к усилителю наушники не выдвигают, хотя и любят, когда мощности с хорошим таким запасом. Оттого рекомендую к ним источники среднего и высокого сегмента. Маломощные бюджетники, конечно, тоже справятся, но раскрытие будет неполным. Детализацией модель явно не обижена, по всему диапазону чувствуется естественный такой жирок, акустически верный баланс между микро и макроконтрастом, то есть без перевеса в какой-нибудь из сторон, и, к сожалению, немного бедный низ. Басовые инструменты словно прибрали в микшере или, если говорить о сцене, разместили в самую дальнюю точку по центру. Но больше здесь ни к чему придраться, друзья, я не могу. Не идеально, если сравнивать с более высоким сегментом, но вполне прилично даже на их фоне. Универсальное по своему характеру звучание, достойное сравнения с более дорогими решениями от Moondrop, Trufer или, например, Tangent. Мне лично такой звук нравится. И итогом динамические наушники SimGod EE500 удобно сидят, неплохо выглядят, имеют возможности для настройки и, что еще важнее, просто потрясающее, как для своей цены, звучание. С черными фильтрами звук получается резче и агрессивнее, но спокойнее на верхах, а с красными наоборот, он более естественный, насыщенный и с интересно так подчеркнутой перкуссией. -1 низкие частоты тут заметно так прибраны по уровню, так что все танцевальное и басхедное сразу мимо. А вот для чего-то скоростного, тяжелого или живого академического самое оно. Серединка чуть ли не идеальная по переходу микро в макро, имеет правильную массу, объем, мелодику и четкость. Из тех случаев, когда наушники звучат дороже, чем стоят. Однозначно могу рекомендовать, и это, пожалуй, лучшая модель, что я только слушал от бренда SimGod. Превосходная работа. А на этом у меня все. Это были наушники SimGod EE500. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.